Вы счастливый обладатель новенькой бензопилы Штиль 180. И у вас, конечно же, возникает вопрос, а как ее правильно обкатать? Заходите в интернет, а там целая куча всяких видео. И в основном они рекомендуют обкатку, опираясь на свой опыт обкатки бензопил «Дружба» или «Урал». Открываем инструкцию, а там тоже написано что-то непонятное. Так как же нам быть? Поэтому по просьбе своего подписчика я записал это видео. Как обкатать бензопилу Штиль 180 и при этом сновья ее не запороть. Бензопила Штиль 180. Предположим, что вы купили совершенно новую бензопилу Штиль 180. Впрочем, то, что я сейчас буду рассказывать, это относится и к любой другой современной пиле. Но в данном случае конкретно мы рассматриваем Штиль 180. Вопрос, как ее правильно обкатать? Ну, наверное, самое правильное – это заглянуть в инструкцию по эксплуатации. А там написано вот что. Специально я выписал. И тут написано вот так вот. Там совсем мало информации. Вот, как бы догадайся сам. Во время первой эксплуатации совершенно новое фабричное устройство не эксплуатируйте с высокой частотой вращения без нагрузки. Ну как, перевести это как? Без нагрузки нельзя газовать, так скажем. И тем более долго. Вплоть до третьей заправки топливного бака. То есть, когда третья заправка топливного бака, уже вроде как газовать можно, да? В холостую. А почему? Ну, чтобы во время приработки не возникали какие-либо дополнительные нагрузки. Какие нагрузки дополнительные? Непонятно. Во время приработки подвижные детали должны притереться друг к другу. В приводном механизме имеет место повышенное сопротивление трения. Мотор достигает максимальной мощности после 5-15 заправок топливом. Ну, друзья, вам что-нибудь понятно? Вот, если честно, мне тоже не очень-то понятно. О чем тут вообще идет речь? Поэтому, видимо, имеет смысл разобрать этот вопрос более детально, поскольку вот такая вот информация идет от производителя, не конкретная. Давайте рассмотрим с вами само по себе вот это вот устройство двигателя двухтактного на бензопилах и отличие от автомобильных двигателей и отличие от старых двигателей. Это у нас, значит, цилиндр от бензопилы Урал. Значит, во-первых, на бензопилах не имеется в поршневой, а именно в цилиндре, никакой чугунной гильзы. Здесь делается все просто. Вот даже на Уралах, это старая модель, да, и старая поршневая, старый цилиндр. Здесь никакой гильзы нету. Вот она. Это не гильза. Давайте вот возьмем магнитик и попробуем ее. Видите? Вот здесь сразу на винте прилипает, а здесь нет. То есть это у нас специальный алюминиевый сплав, на котором внутренняя поверхность покрыта хромом. И вот это вот хромовое покрытие, значит, оно и выполняет роль гильзы. То же самое на современных. Что касается бензопилы Урал и Дружба, у них там было в инструкции указана целая процедура обкатки. Это, значит, и работа на холостом ходу, и повышенное, значит, содержание масла во время режима обкатки. Значит, как это делалось раньше? На внутреннюю поверхность цилиндра
наносилось хромовое покрытие. И все. И больше с ним ничего не делали. Эта поверхность имела некоторую шероховатость. Поэтому для того, чтобы набилось зеркало там внутри, нужно было некоторое время. И нужна была процедура обкатки для того, чтобы набилось зеркало по внутренней стороне цилиндра. Ну и, соответственно, на кольцах. И кольца начали бы прилегать к стенкам цилиндра максимально плотно. Но современные технологии ушли вперед. Вот посмотрите. Это у меня новый цилиндр и поршень от Штиль 180. Это дубликат, не оригинал. Ну и на оригинале будет то же самое. Посмотрите, если заглянуть вовнутрь, вы-то вряд ли это увидите сейчас по камере. Но с краю цилиндра, вот в эту сторону, явно видно, что покрытие более тусклое, чем внутри, а внутри уже как бы зеркало. Это о чем говорит? Это говорит о том, что внутренняя часть цилиндра, вот как раз вот так, где вот рабочая вот эта часть, на ней зеркало. Вот если даже пальцем взять и потрогать, то внутри там глубоко гладко все, а вот здесь вот уже чувствуются шероховатости на этой части. То есть на заводе уже идет первичная обработка внутренней стороны цилиндра в рабочей части. И остается при обкатке, по сути дела, да, только чуть-чуть, совсем чуть-чуть кольцам приработаться вот к этой вот поверхности. Для того, чтобы там были минимальные зазоры между поршневыми кольцами и цилиндром. Это что касается запчастей. А двигатель полностью на заводе, это тоже от 180-го двигатель Штиля, на заводе при сборке уже тоже проходит первичную обкатку. Помимо того, что вот изначально так вот идет цилиндр, значит, это обработанный по внутренней поверхности и с набитым зеркалом, еще на заводе дополнительно проводится первичная обкатка, то есть переработка колец к цилиндру. Но, видимо, поэтому так вот и написано в инструкции по эксплуатации: не работать на высоких оборотах без нагрузки. И больше ничего. Но грамотные люди говорят так, и в этом есть большая логика. Ну, начнем с того, что чего нельзя делать. Ну, нельзя обкатывать, значит, двигатель бензопилы на холостых оборотах, как некоторые рекомендуют. Значит, заправили бензопилу, и пусть она помолотит на холостых оборотах. Но дело в том, что двигатель бензопилы не рассчитан на такую работу. Если будет двигатель работать на малых оборотах, то будет идти интенсивное нагарообразование, вплоть до того, что двигатель может заклинить, поскольку двигатель не рассчитан на работу на малых оборотах. Он рассчитан на работу на средних и высоких максимальных оборотах. Вот это вот особенность этих двигателей. То есть они высокооборотистые и имеют высокую удельную мощность. То есть на холостых оборотах мы ни в коем случае не обкатываем. Далее, если мы обкатываем бензопилу, то мы бензопилу должны обкатывать с установленной режущей гарнитурой. Почему? Потому что помимо, значит, у нас поршневой группы должны прирабатываться еще и другие комплектующие. Это, конечно, не так существенно, но тем не менее. То есть должны там и сцепления приработаться, и шина, и цепь. Поэтому нужно все-таки обкатывать, одев режущую гарнитуру.
Что касается топлива и масла, то есть масло добавлять побольше в период обкатки тоже нельзя. Оно там ни к чему. Просто не требуется этого. Если будете добавлять повышенное количество масла, опять же будет повышенное нагарообразование, и ни к чему хорошему это не приведет. Значит, я рекомендую соотношение масла и бензина не так, как написано в инструкции. А в инструкции написано 20 граммов на 1 масла на 1 литр бензина. Это соотношение 1 к 50. Так написано в инструкции. Но имейте в виду, что это написано для того бензина, который указан в спецификации на эту бензопилу. А именно там, значит, добавки этилового спирта, значит, октановое число не меньше 90 и прочее, прочее, прочее. В нашей реальности бензин может быть далеко по качеству не оптимальным. Поэтому я всегда рекомендую использовать 95-й бензин. Там все-таки это вот соотношение по октановому числу будет более-менее выдержано. Ну, по крайней мере, не менее 90 оно будет. А поскольку в инструкции по эксплуатации как бы не менее только 90, 95-й тоже допускается, то надо использовать 95-й бензин. А масло рекомендую, опять же, по этой причине, что бензин может быть некачественным, добавлять не 20 грамм на литр, а 25 граммов на 1 литр. Это соотношение получается 1 к 40. И такое соотношение и при обкатке, и при дальнейшей эксплуатации. Далее, нужно что еще отметить? Посмотрите. Иногда люди покупают бензопилу, у них радужное настроение, вот, и они покупают к этой бензопиле синтетическое масло, да, и работают на синтетическом масле. А далее вроде смотрят, ну, может быть, перейти на минеральное. Вот, на минеральное перейти масло можно после синтетического. Почему? Потому что синтетическое масло, ну, во-первых, оно долго стоит в разведенном виде с бензином, это порядка, значит, 2 лет. А минеральное масло, когда разведено с бензином, то, значит, в защищенном от света месте, в прохладном и так далее, не более 30 дней. Это как бы напрягает. Вот. Но тем не менее, после синтетического масла, которое дает очень мало нагара в поршневой, минеральное использовать можно. Но совсем другая ситуация, когда сначала работали на минеральном масле, а потом переходим на синтетику. При работе на минеральном масле на поршне и на донышке цилиндра образуется довольно-таки прилично нагара. Здесь, правда, еще не очень сильно большой вот это китайская бензопила нагар. Но, тем не менее, он есть. Вот, видите, он скребается. То же самое и внутри цилиндра. Вон он. Вот, его там прилично. Посмотрите. Эти. А это вот у нас штиль 180. И здесь посмотрите, сколько нагара. Вот он, нагар, да? Вот. И то же самое на дне цилиндра. Но, когда у нас бензопила работает на минеральном масле, этот нагар там висит довольно прочно. И если что-то и выбрасывается, то естественным образом, помаленьку. А что происходит, если вы переходите после минерального масла на синтетику? А синтетика образует очень мало нагара. И начинает как бы отмывать вот этот вот имеющийся нагар после минерального масла. И вот эти вот куски нагара отслаиваются прямо пластами.
попадают на рабочую поверхность цилиндра и колец, и, соответственно, там получаются на рабочей поверхности большие борозды. Ну, по сути дела, поршневую задирает. Поэтому после минералки на синтетику лучше не переходить. Лучше решить сразу же, на каком масле вы будете эксплуатировать свою бензопилу. Далее. Поскольку у нас уже поршневая как бы обкатана, то рекомендация такая. Мы запускаем двигатель бензопилы, обязательно прогреваем 1-2 минуты, но не на высоких оборотах, не так, что вот, значит, завел, обороты на максимум, и все, побыстрее типа прогреется, да? Нет, пусть она маленько поработает на средненьких оборотах таких вот, и прогреется. Ну, это 1-2 минуты. Правда, мало у кого хватает терпения, но минуту-то хотя бы можно прогреть. Прогрели двигатель, а затем начинаем работать. 2-3 заправки бензопака, лучше 3, мы работаем бензопилой просто не в полную нагрузку. То есть очень резко не газуем, не работаем на максимальных оборотах, а пилим потихонечку, не давим. То есть сильно не нагружаем. Далее мы еще эксплуатируем, но уже можно побольше нагружать немного, но опять же не на максимальную мощность, не максимальные обороты. Итак, мы должны выработать то, что вот у нас и написано в инструкции: 5-15 заправок топливом. Все, вот когда у нас прошли эти 15 заправок топливом, можно уже нагружать двигатель бензопилы по полной программе. Подытожу. То есть никакой обкатки двигателя бензопилы не требуется. Начинаем работать сразу, но при этом не перегружаем двигатель. А работаем либо на тонкомере, либо сильно не давим, потихоньку. Итак, 5-15 заправок топливом. И на этом обкатка закончится. Что бы я еще порекомендовал вам? После периода обкатки желательно обратиться в сервис, чтобы вам посмотрели, как прошла обкатка. Нормальные ли обороты максимальные, нормальная ли преемистость. То есть вот это очень желательно. Более того, ну, по крайней мере, компания Штиль, правда, об этом не всегда говорят, она подразумевает вот такое вот обращение в сервис. После обкатки прийти и, скажем, подрегулировать карбюратор, там еще что-то. Вот такие вот. Этот комплекс работ у Штиля должен делаться бесплатно. Но, правда, у пользователей не всегда имеется такая возможность. Ну вот, пожалуй, и все об обкатке современных бензопил. До свидания, до новых встреч. Здоровья вам и всего хорошего.